Кто тебя хочет? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Знаете, вот вы у меня такие вот, хоть и мужчины, но вы такие вот чуткие, такие ранимые, и многие из вас мечтатели. А мечтаете, в большинстве своем, конечно же, о любви. Мечтаете о женщине, которая подарит вам, ту самую настоящую любовь, которой вам так не хватает. Да, у вас, в принципе, многое достигнуто в жизни. У вас есть надежные люди рядом. У кого-то это друзья, приятели, у кого-то это братья, сестры, близкие, да, вот, то есть люди, которые не позволят вам упасть. Это ваша такая мощная поддержка. Но в то же время вам жизненно необходим человечек рядом, которого вы будете любить и которая будет любить вас. Поэтому, конечно же, мальчишки, вы многие мечтаете о большой, настоящей и чистой любви. Вы человек, который, знаете, вот вы любите быть на публике. Среди вас есть те, кто отлично умеет коммуницировать, кем окружающие восхищаются. Здесь может быть восхищение вашими умениями, талантами. Кто-то восхищается, может быть, вашей машиной, там, я не знаю, вашим стилем и так далее. У каждого это будет свое восхищение. Ну, то есть вы вызываете у окружающих и восхищение, и, даже маленькую зависть. Так, что еще мне о вас поведают? То, что уже пройденный этап связан с личной жизнью. У кого-то сейчас может он проиграться. Именно вот переживания, потому что пришлось отказаться от своей любви. Либо же это была такая, знаете, история, когда вы ушли, любя. Но абсолютно здесь были виноваты не вы. Мы не будем углубляться, мы не будем бередить ваши раны. Но, тем не менее, у многих из вас этот этап остался позади. Кто-то из вас увидел людей в своем окружении, определенных людей с другой стороны. Это был такой, может быть, даже не очень приятный сюрприз. То есть где-то вы либо же сами подловили какого-то человечка, либо же вам открыли глаза другие люди, что вот посмотри, да, вот с кем ты общаешься. И это не обязательно на женщину открыли глаза, это скорее на любого человека из вашего окружения, тем более, что это общий расклад, может срезонировать у всех по-разному. И давайте как раз сделаем маленький опрос. Вот ответьте, пожалуйста, все отвечайте. Вы знаете, что я всегда люблю читать ваши комментарии, я знаю ваши многие истории. Напишите, вот у вас открылись глаза на кого-то из людей вашего окружения. И неважно, давно, недавно, да, может быть, кто-то открылся, вообще с противоположной стороны. Может быть, человек, которого вы когда-то считали другом, он оказался врагом, к примеру, да? Напишите. Если такого не было, тоже пишите, что нет, такого не было и так далее. Вы человек очень душевный, вы человек очень искренний, и поскольку вы очень часто выпадаете в сигнификации кубковым королем, это говорит о том, что вы человек чувства и эмоций. Это не про логику, это не про расчет какой-то. Это именно то, что вы всегда выбираете и женщин, и свое окружение исключительно интуицией. Кто-то выбирает сердцем, душой, да, вот. Потому что мы иногда и друзей, приятелей выбираем именно вот по интуиции, да, вот с кем нам хорошо, с кем нам комфортно, с кем мы на одной волне. Точно так же и вы. Вы очень такой семейный человек. Вы добряк, и я вам скажу по секрету, многие ваши окружающие, хотя, может быть, для вас это и не секрет, многие окружающие уже раскусили вас, раскусили, какой вы, ваш характер, и
очень успешно вьют из вас веревки, да. Особенно от вас балдеют дети. Это могут быть даже чужие дети, у кого, допустим, есть свои дети, внуки. Ну, вы это сами знаете, да, что вы перед детьми таете. Вот вы такой потрясающий папа, вы потрясающий дедушка, если у вас есть внуки. Если у вас, допустим, на сегодняшний день еще лялечки нету, то вы опять-таки вы будете потрясающим папой, потому что вы уже любите детей и даже чужих. Итак, мои хорошие, давайте-ка посмотрим, кто же вас хочет. Никак не выболеюсь, мальчишки. Держите за меня кулачки. Итак, я вам скажу, знаете, что в вашем окружении есть женщина. Буду держать маленькую интригу пока. Но эта женщина не одна, которая вас бы хотела. Сейчас мы поговорим об одной. Ну, а потом, может быть, я все-таки поведаю вам тайну другой женщины. Первая женщина, она моложе вас. Женщина, которая рассматривает вас, вот знаете, как мужчину, поскольку вы старше нее, да, как опытного, внешне такого харизматичного. По крайней мере, вы для нее вот, ну, какой-то эталон, какой-то идеал, да. И даже мне не говорите, что вот вы там, может быть, внешностью не вышли кто-то. Даже не говорите мне, потому что на вкус и цвет, да. Для кого-то вы можете быть некрасивым, а для кого-то вы красавец. Поэтому вот для этой юной особы вы как-то вот по-особому выделяетесь. Вы можете с ней вести какие-то задушевные беседы. Между прочим, у кого-то это может проиграться, вот как будто это ваша, ну такая, знаете, милая знакомая. У кого-то может проиграться, что это даже дочь, там, либо же соседа, дочь вашего друга-приятеля, то есть близкого для вас человека. Вы можете с ней беседовать на разные темы. Вы можете, ну, считать, ну, реально, вот если у вас особо большая разница, вы можете ее считать как будто вот, ну, своей дочерью практически, да? А она-то вас как мужчину воспринимает. Да, она может с вами общаться вроде бы как по-дружески, да, такие вот хорошие, добрые знакомые. Здесь может быть даже у кого-то и переписка по интернету. То есть вы можете не только в жизни, допустим, с ней общаться, но и вернее, и по переписке, да, и там, и там. У кого-то может быть, допустим, только по интернету, поскольку это общий расклад. Она хорошенькая, эта девочка такая милая, да, ну, девочка, конечно же, взрослая, но просто для вас она такая юная-юная. Вы бы даже никогда не подумали, что она может вас хотеть. Вы даже не представляете, насколько сильно она в вас тайно влюблена. Это такая юная ваша тайная поклонница. Она рассказывает своим подружкам, приятельницам о том, что вы очень нравитесь. Она рассказывает, даже, возможно, о своей матери она рассказывает о том, что вы ей нравитесь, но почему-то вот ее дома отговаривает. Вот у кого срезонирует, что вот именно с матерью она это обсуждает, здесь скорее мать, ну, это как-то проговаривает, вот знаете, по-умному, по-мудрому, что ну куда ты, доченька, лезешь, как бы, да, это взрослый мужчина. Тем более, если вы дружите с семьями, к примеру, если вы как-то вот тесно связаны, да, вот с ее семьей, ну, здесь даже не обсуждается. Здесь мама пытается как-то вот ее отговорить. Здесь могут быть вплоть до каких-то фантазий, да, на эту тему с вами. Здесь могут быть сны, в которых вы с ней, допустим, да, вот такие вот сценки разные. Но вы вот, те, кто поймете, о ком это идет речь, вы будете в приятном шоке. И даже я думаю, что вот когда вы поймете, да, поскольку, ну, это общий расклад, у кого-то срезонирует, у кого-то нет, я думаю, вы на эту девочку взглянете совершенно по-другому. И несмотря на эту большую разницу, вот вы ее будете воспринимать уже как юную женщину.
Хотя вот по сегодняшний день, пока вы не узнали эту информацию, да, вы могли, ну, как, я не знаю, там, ну, хорошая знакомая, либо же дочка там вашего друга, приятеля, соседа, да. Напишите, ребят, кто уже понял, если у вас резонирует эта ситуация. Еще одну женщину я хотела бы выделить. Что это за женщина? А вот эта женщина уже такая более перспективная. С ней вы тоже знакомы. Это женщина, которая не очень счастлива по жизни, в личной жизни. Это женщина постарше, она темноволосая. Скорее, ну такая она, я не скажу, что она полная, но скорее такая средняя, да, упитанная, сбитая еще называют таких женщин, плотненькая, фигуристая. Но вот как-то ей не везет с мужчинами. Вы можете знать ее историю. Вы можете даже знать кого-то из ее мужчин. Потому что здесь может проиграться даже, что она либо же уже вот на грани развода, либо, ну, вот-вот только недавно разошлась. Опять же, у кого как срезонирует. То, что она душой и сердцем давно с вами, вы могли давненько заподозрить. Она могла на вас бросать какие-то взгляды такие, знаете, заинтересованные. Обычно мужчины всегда считывают женские взгляды, какие-то заигрывания, флирты. Я не скажу, что она заигрывает прям, ну, напропалую. Нет. Она тихая, скромная, ну, просто как-то вот несчастливая. Вот несчастливая в личной жизни. Вас давно она заприметила, потому что вот вы в ее глазах вот мужчина с большой буквы. Она с вами общается. Опять же, ребят, я не буду привязываться. У кого-то она на работе, у кого-то по соседству, у кого-то в компании. Много разных историй. Вы понимаете, что это общий расклад. Поэтому сами думайте, кто это может быть в вашем окружении. Но с этой женщиной вы можете общаться настолько близко, она может у вас советовать, ну, советы брать, да, вот какие-то. Вы можете разные темы с ней обсуждать. Ей настолько приятно с вами общаться, она давно уже мысленно вышла за вас замуж. Она давно мысленно уже и в постели побывала, и все, что только можно, учудила, да. Но опять же, это пока на уровне фантазий. Вам тоже хорошо и комфортно с этой женщиной общаться. Вы с ней общаетесь как будто вот на одной волне. Да, вы можете не рассматривать ее прям как потенциальную партнершу, но вы отмечаете, что вот интересно, да, она классный собеседник, она тоже может вас поддержать, она может посоветовать. Но это такой, знаете, друг, кореш, как угодно называйте. Она мечтает, конечно же, если бы у вас с ней получились отношения, но она не знает, как вам об этом сказать, намекнуть, да. Она хочет вас как мужчину, потому что у нее здесь, скорее всего, проиграется давно уже, если она, допустим, ну, уже на грани развода, да, если у кого срезонирует, здесь про постель уже давно речь не идет. Здесь уже они как чужие люди. У кого срезонирует, что она только разошлась, но здесь подобная ситуация, то есть, ну, они давно жили как чужие люди. Поэтому здесь и скучание по кексу, здесь и то, что вот именно с вами ей хочется быть. Ну, давайте-ка все-таки посмотрим, есть ли какая перспектива, да, вот воплотятся ли ее все-таки фантазии в реальность. Ох, мальчишки, вау, у меня прям мурашки побежали. Знаете, вы все-таки почувствуете интуитивно, кто она. У вас не будет не просто потрясающий кекс, у вас не будет очень теплая, классная такая взаимная любовь. Вот вам с ней будет хорошо во всех смыслах этого слова. То, что вы с ней вспомните все трюки постельные, то, что вы поймете, как это бывает классно, когда ты отдаешь себя человеку, который отдает вам полностью себя. То есть такой у вас тандем, такая взаимность будет и в постели, и вообще в отношениях. Когда вы начнете вот с ней сближаться, да,
Сначала вы почему-то будете думать, что, ну, это, наверное, будет роман. Это, наверное, будет жаркий, страстный роман, но уж точно вы не думаете, что вы сможете в нее влюбиться. А ведь влюбитесь. И знаете, она будет по-настоящему счастлива, что все-таки ее мечты воплотились, ну, вернее, воплотятся, да, мы смотрим на будущее. Она будет вот именно как-то, знаете, по-наивному, может быть, немножко по-детски, в какие-то моменты проявлять свою радость. Вот она может визжать, ну это я немножко, может быть, утрирую, да, просто чтобы вам было понятнее. Вплоть до того, что, знаете, вот как бывает, женщины радуются, визжат от счастья, да, вот прыгают до потолка, вот, ну как дети иногда себя ведут, когда хорошо. И знаете, мальчишки, что когда вот рядом с вами женщина вот ведет себя как ребенок, радуется по-детски, визжит, прыгает от счастья. Это значит, ну, по-настоящему ей так классно с вами. Это искренне, это самая, наверное, задушевная такая радость, которая только может быть. Вы будете ужасно оберегать эти отношения, вы будете очень следить, чтобы на нее, не дай бог, никто не посмотрел, потому что вы еще тот ревнивец. Вы и страстный любовник, но и страстный ревнивец. И знаете, вот я думаю, первое время, когда вот вы сблизитесь с ней, ну, ваша постель будет зашкаливать. Даже те, кто, может быть, уже подзабыли, что такое настоящий интим. Даже те, кто уже думает, что все, уже Бобик сдох, уже там будка закрыта, заколочена, забетонирована. Вы поймете, что это далеко не так. Потому что рядом будет потрясающая женщина, которая давно вас хочет, которая, ну, будет такие чудеса на виражах вытворять, да, с которой вы будете чудить, воплощать все свои фантазии, с которой вам будет хорошо даже без этого кекса. Кекс это уже как дополнение, хотя с него все, может быть, и начнется, да, но приведет к потрясающей такой теплой и взаимной любви. Вы будете оба как-то вот оберегать ваше такое теплое маленькое счастье, вот мирок двоих. Это так важно, когда вот есть этот мир двоих, и больше никто, наверное, и не нужен. По крайней мере, первое время вам реально никто не будет нужен. Не друзья-приятели, как-то вот все отойдет на задний план. Я не говорю, что вы там откажетесь от всех. Нет, ни в коем случае. Просто вам будет настолько хорошо вдвоем, а Бобби, как ваш, будет радоваться, вы даже не представляете. Накормленный, напоенный, обласканный. Ну что мне вам рассказывать, мальчишки? Я думаю, ваши бобики сейчас оживать начинают, да? Пошалим немножко. Вот такие пироги, поэтому не вешать нос. Потрясающая женщина у вас на пороге. Тем более вы можете оглянуться, она совсем где-то рядом, вы с ней общаетесь. Просто, знаете, вот бывают ситуации, когда мы не всегда замечаем, что мы кому-то рядом нравимся. Не всегда за своими какими-то заботами, проблемами мы можем оглянуться и посмотреть человеку, идущему прямо на нас, в глаза. А ведь это так важно, правда? Это дорогого стоит, когда ты понимаешь, что ты кому-то нужен, тебя кто-то любит, да? И тем более, если эта любовь взаимна. Поэтому, мои дорогие, любимые мальчишки, я вам всем искренне желаю, чтобы поскорее вы поняли, что это за шальная императрица появится в вашей жизни, что это за женщина, и пусть ваши все самые потаенные мечты и эротические фантазии поскорее с ней воплотятся в жизнь. Ну а кому понравился сегодняшний расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!